Всем привет, я Даша, и вы на канале Даша Техник. И на этом канале я рассказываю про военную и гражданскую технику. И на этот раз я хочу вам поделиться историей очень интересного грузовичка. Это Chevrolet, который работал на русской земле. Недавно я на своем втором канале собрала вот эту замечательную модель Катюши на базе Chevrolet. И во время работы над этим грузовичком мне стало очень интересно, как проявили себя эти грузовички на нашей земле. В этом видео вы узнаете, за что полюбили советские водители Chevrolet и как они их называли. Узнаете, с какими трудностями столкнулись части, которые их эксплуатировали. И каким образом Chevrolet оказались на Алтае и чем эти грузовички занимались в 90-е годы в подмосковном Нарафаминске. Автонашествие в СССР, приключения Chevrolet в России. Вспоминая о ленд-лизе, а точнее об автомобильной его части, в первую очередь заводит речь о Уиллисе или Студебекере. И действительно, это самые известные и массовые автомобили ленд-лиза. Но затрагивая Студебекер, никак нельзя не вспомнить, что легендарный УС-6 являлся всего лишь одним из вариантов 2,5-тонного трехосного стандартного грузовика армии США, что он возник под влиянием не менее известного Джимми GMC. Но и Джимми вовсе не был основателем династии, для него были заимствованы кабины, оперения, мосты, а также другие детали от по-настоящему оригинальной и всем им предшествующей машины несколько другого класса, более легкого полуторатонного полноприводного армейского Chevrolet семейства G7100. Именно Chevrolet, первым пропахший порохом Второй мировой войны, можно по праву считать прародителем великолепной троицы – Джимми, Студер, Интер, хотя сам он получил гораздо меньшую известность и со временем оказался изрядно подзабыт. Еще в 1935 году в отделении Chevrolet фирмы General Motors на базе коммерческой модели RB был разработан полуторный специальный армейский грузовичок с колесной формулой 4х4. Опыт этой разработки был продолжен в конце 1930-х годов, когда подобные автомобили понадобились в больших количествах. Основой для армейского Chevrolet с укороченной базой стала гражданская версия грузовика модель VB. Разработчики на этот раз отказались от заимствования коммерческих капота, решив сделать их более простыми, надежными и рациональными. Так Chevrolet серии G получил свои неповторимые оригинальные очертания в виде простой квадратной решетки радиатора, а также аллигаторного капота и простых открытых Г-образных крыльев. Эти элементы оказались настолько удачными, что практически без изменений перекочевали на создававшийся трехосный GMC, а по стилю и на многие другие модели разных фирм. Сам G7100 был создан в рекордно короткие сроки и появился в металле уже в конце 1939 годов, а с начала следующего года стал поступать в армейские части. За годы войны машина стала достаточно известной, всего было выпущено 145 826 экземпляров моделей этого семейства. Зато самой распространенной его версии грузовик с универсальным кузовом G7107 и его вариант с лебедкой G7117 стали одними из первых ленд-лизовских грузовиков, поступивших в СССР. Уже в 1942 году наша страна получила около 2700 шевролетов, и так их называли наши шоферы, читавшие надпись «Chevrolet» буквально. Всего же за годы войны в СССР поступило более 47 тысяч G7107 и G7117. Это более 42% от общего произведенного количества этих моделей. Chevrolet предназначались для боевых и полковых обозов. Инженерного имущества использовались как тягачи 75 мм артиллерии и радиостанции. Машина в целом пришлась по вкусу. Она более мощная, нежели отечественные автомобили того времени, маневренная и с хорошей проходимостью и теплой кабиной. Впрочем, по поводу мощности G7107 есть неясность. Зарубежные, в том числе заводские источники, указывают ее как 83 лошадиных силы, в то время как наши справочники единодушно повышают ее до 93 лошадиных сил. Опечатка? Возможно. Но неужели все отечественные составители справочников и авторы публикаций в 1940-е годы руководствовались одним лишь единственным оригиналом, в который вкралась ошибка? Ведь с поставками машин шла весьма солидная и разнообразная заводская документация, поэтому возможен второй вариант. Первая партия прибывших в СССР Chevrolet имела более мощные двигатели. И это действительно имело место быть в некоторых модификациях, но считается, что к нам они не поставлялись. Именно их данные были перепечатаны и больше не корректировались. Так или иначе, но даже законными 83 лошадиными силами в условиях военного времени можно было воспользоваться отнюдь не всегда. И дело было больше в дефиците бензина. В то суровое время и он восполнялся в основном так называемым крекинг-бензином второго сорта, весьма
губительным для импортных двигателей, рассчитанных на более качественное топливо с высоким октановым числом. Реальная мощность G7107 на нашем низкосортном горючем составляла всего от 63 до 68 лошадиных сил, что ощутимо ударяло по ходовым качествам машины. Кроме того, двигатель при такой эксплуатации требовал ремонта в среднем уже после 11 тысяч километров пробега. Из-за нагара выходили из строя свечи. Система смазки двигателя в наших условиях также оставляла желать лучшего, ввиду чего часто плавились шатунные подшипники. Мосты, как и двигатель, также были довольно сложными в обслуживании и ремонте. Зато у «Шевроле» имелось и много удачных узлов. В первую очередь можно назвать легкий в обращении и надежный рулевой механизм, прочную раму, хорошую мягкую подвеску, комфортабельную кабину с хорошей обзорностью. К особенностям конструкции следует отнести также герметизированную систему охлаждения с термостатом. Герметичный бензобак, расположенный внутри рамы, крепился он к правому лонжерону. Однодисковое сцепление с диафрагменной пружиной и две независимые тормозные системы. Это ножной гидравлический с усилителем тормоз и ручной механический. Для своей полуторной грузоподъемности, хотя у нас на нее грузили изрядно больше, машина получилась весьма тяжелой. Вес в снаряженном состоянии 3520 килограммов, и в первую очередь из-за унифицированных с GMC мостов, КПП и четырехвальной раздаточной коробки. Но благодаря этому ходовая часть машины слыла весьма прочной. И это показали и испытания, а точнее контрольная эксплуатация 5 «Шевроле», проведенных в условиях тылового обслуживания РКК с 18 июля 1942 года по 15 мая 1943 года. И за это время грузовиками было пройдено в общей сложности 22 495 километров. Только один из 5 двигателей с ремонтом смог преодолеть этот рубеж, остальных же пришлось заменить. Кроме того, имели место поломки вала сектора руля и коренных листов передних рессор. В остальном же по ходовой части G7107 оказался весьма надежным, и в общей оценке ленд-лизовских грузовиков по выносливости он занял второе место после Студебеккера, а вот двигатель его оказался только на 4-м, уступив, кроме Студера, моторам Доджа и Форда 6. Военный водитель по фамилии Александрович, снявший в порядке эксперимента на своем «Шевроле» вторые скаты на заднем мосту, получил некоторый выигрыш по проходимости. Хотя колея задних колес и не совпадала с передними, но заметно сказывалось уменьшение бульдозерного сопротивления качению их на большинстве грунтов. Свое предложение он прислал на ГАЗ, и это стало еще одним доводом в пользу создания односкатного ГАЗ-63. Надо сказать, что при создании 63-го наши конструкторы присматривались и к «Шевроле», благо их собирали здесь же, на ГАЗе. И для прототипов были взяты многие узлы и детали G7107, такие как колеса, брызговики, ну и другие. Однако в отношении самого «Шевроле» односкатность оказалась ничуть не выигрышной. Грузоподъемность неизбежно падала, и такой почин подхвачен не был. Возможно, именно потому, что «Шевроле» по ряду качеств не дотягивал до высот Студебеккера, его в первую очередь вместе с неполноприводными американскими грузовиками начали отправлять в тыл, где грузовые автоперевозки требовались и во время войны ничуть не меньше, чем на фронте. Еще в 1943 году 4-м Украинским фронтом было выделено 700 машин, преимущественно «Шевроле», «Форд 6» и «Додж WF-32» с водителями и горючим для уборки урожая хлеба в Сталинградской и Запорожской областях. Аналогичные меры предпринимались руководством и других фронтов. Начиная же с 1944 года партии ленд-лизовских грузовиков начали стабильно и весомо пополнять ветхий довоенный автопарк «Союззагондтранса». В одном только Алтайском крае многие автотранспортные предприятия были основаны именно в это время и изначально состояли преимущественно из G7107. И Алтайский край вовсе не был исключением. Такое вливание импортной техники получила в середине 1940-х годов практически любая область или край, где присутствовало сельское хозяйство, Краснодарские и Красноярские края, Оренбуржье и Предуралье, Тюменская, Омская, Курганская области, Украина, Белоруссия, а также Прибалтийские республики. Надо думать, широкой демобилизации G7107 и других американцев способствовало и ухудшение отношений СССР и США. Расчет был прост. Чем отдавать отремонтированные и вылизанные до блеска машины под пресс, проще было продолжить их эксплуатацию где-нибудь в глухой глубинке. Отсутствие этой техники в армии списать на военные потери.
Как бы там ни было, уже вскоре после войны «Шевроле» были в основном переданы из армии в народное хозяйство. Часто при этом их армейские специализированные кузова уступали место обычным для наших грузовиков деревянным бортовым, а также различным фургонам, цистернам и даже противопожарному оборудованию. Известны случаи превращения «Шевроле» из бортовых грузовиков в сидельные тягачи с полуприцепами. И такая модификация выпускалась в США, но к нам в страну она не поступала, поэтому отечественные сидельники из «Шевроле» мастерили уже местные умельцы. Естественно, что со временем все большее количество родных деталей на G7107, эксплуатировавшихся в СССР, заменялись на отечественные. И в первую очередь это касалось двигателей. Их ставили преимущественно от ЗИС-5, а также дисков колес, а то и целых мостов, и в основном от ГАЗ-51 или ГАЗ-51А и прочих элементов. Из армии последние единичные G7107 исчезли в период с 1954 по 1955 годы, когда Георгий Жуков, будучи замминистром обороны, провел реорганизацию тыла, убрав из частей всю довоенную, импортную и трофейную технику. Не так уж давно это было. В единообразной массе ежедневно спешащих куда-то зилков и газиков нет-нет, да и мелькали необычные зарубежные черты, смело изогнутые Г-образные крылья, фары старомодно посаженные необычно возле капота, змееобразно выполненная вертикальная облицовка радиатора, несколько угловатая при всей своей обтекаемости не наша кабина, внушительные болванки редукторов на мостах, армейский кузов весьма короткий и низкобортный, но с решетчатыми надставками. В авторотах Союза Готтранса, где «Шевроле» было больше всего, они успешно трудились до конца 50-х годов, начала 60-х годов прошлого века. В это время, когда в сельскую местность стало поступать много новой техники и началась реорганизация автопредприятий, основная масса оставшихся на тот момент «Шевроле» была окончательно списана и сдана на лом. Лишь отдельным счастливцам еще удавалось избежать печальной участи большинства своих собратьев. В столице таких долгожителей было несколько. Еще в начале 80-х годов один хорошо сохранившийся экземпляр часто радовал взгляды москвичей и гостей столицы на ежегодных автовыставках, но затем его перекупили, и он переехал в Прибалтику, где вроде бы и здравствует до сих пор. Другой в виде радиостанции был обнаружен не так давно в районе Наро-Фоминска, но дальнейшая судьба его неизвестна. А вот еще один, использовавшийся до 90-х годов в городе Трубно с госномером 2965 ЮАП как ассенизационная цистерна, в последнее время стал даже знаменит. Машина, в основном тоже сохранившая первоначальный вид за исключением кузова, после долгих хлопот была приобретена музеем Мосгортранса и несколько лет назад восстановлена, правда недостаточно тщательно. И это более-менее целый образец сейчас и, пожалуй, единственный, сохранившийся на территории России. Судьба последних «Шевроле» из глубинки более драматична. Так, например, уже в 2004 году был уничтожен вполне подлежавший восстановлению G7107 последний на Алтае. Машина держалась на удивление долго, благодаря работавшему на ней бессменно шоферу-фронтовику, который в конце концов поставил списанный грузовик у себя на усадьбе. Но, увы, в 80-х годах хозяин умер, а наследники постепенно растаскивали машину по частям. Когда о раритете стало известно, за оставшиеся узлы машины заломили астрономическую цену, а пока шли переговоры, все оставшиеся узлы зачем-то сдали на металл. КПП, капот да дверца – все, что удалось спасти. И вот такая необычная история применения в Советской России у этого, на первый взгляд, заурядного грузовичка. Надеюсь, этот выпуск вам понравился. С вас лайк и подписка. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.